есть вещи такие, как время. И здесь, и сейчас. Там нету поля такого. Я не могу сказать, что Бог родился такого-то числа, такого-то года. И Он не здесь, а Он там. Нет, в поле это оно всегда было, всегда есть, всегда будет. Это здесь у нас в уме. Правила нашей игры. А этого нет. Вы об этом слышали, потому и называется абсолют. Вот с чем вы сталкиваетесь, совершенно другим. Как это? Для ума это совершенно непонятная вещь. И не надо. Ну, а время, то есть понятие время, восприятие времени поменялось? Времени нету как такового. Есть циклы. То есть, например, Земля крутится вокруг Солнца, и вот сейчас у нас на одной части Земли день, на другой части Земли ночь. То есть это происходит просто естественный такой циклический оборот. И время, оно как бы сделано для удобства. А так для меня как бы времени или пространственного места нету. Я всегда есть, как бы куда бы я ни переезжала, где бы я ни была. Есть только одно мое сознание, и все, больше ничего другого нет. Понятие времени исчезает. Дальше, когда идешь, время и пространство, они в принципе исчезают, потому что это условности, которые были придуманы нами для того, чтобы функционировать в мире ума. Прошлое, настоящее и будущее, они уже существуют. Открывается совершенно новая глубина, новое измерение, если так сказать. Ты не крутишься на поверхности того, что ты видишь, ограниченный своими органами чувств. Я перестал быть своим телом, вернее, как бы я был им настолько... Ну, то есть оно составляло от меня такую незначительную часть, как, не знаю, кончик ногтя, да, на мизинце, по сравнению с тем, чем я себя ощущал, да. Я почувствовал себя полем, которое охватывает вот этот весь мир, да, вернее, все, что мной воспринимается. Я ощущаю себя происходящим, тем, что есть. И я ощущаю себя как восприятие просто происходящего. То есть нету никакой вот такой вот опосредованной личности, которая какого-то образа самого себя, в котором я ходил, вот я там такой-то сякой, и там, у меня нет никаких представлений о себе вообще. Можно описать, как тело живет во мне. То есть, если не я живу в теле, да, вот раньше я жил в теле, то сейчас тело живет во мне. Я бегаю иногда. Тут в этом состоянии попробовал пробежаться, и это такое ощущение, когда ты есть происходящее, и просто маленькая часть, вот это тело передвигалось внутри меня. Не было ощущения движения куда-то. То есть это просто как стационарное состояние такое. Ты гораздо больше, ты не просто наблюдаешь со стороны, ты вот это вот все происходящее, из чего это создается, из чего это происходит. Ты видишь, что тело это, оно маленькое, ты гораздо больше и шире, чем тело. То есть ты не только тело, твое тело, а ты есть все, что происходит, и внутри этого есть твое вот это вот маленькое тело. То есть ты это тело как бы ощущаешь, но вот я его трогаю, я его ощущаю, вот оно тело есть. Но я еще ощущаю все, что происходит вокруг. Это как что ли у тебя появляется большое вот это вот тело. Большое вот это вот тело, в котором находится вот это маленькое тело. Я — это не мое тело, да, я что-то больше. Я увидел весь мир как бы со стороны, все свое мировоззрение. Я понял, что я являюсь моим мировоззрением, вот этим вот сознанием всего. Там, я не знаю, если так можно выразить, там, даже мебелью той же, да, как бы еще чем-то, каждым человеком, отношения между людьми, это тоже я, воздух, все остальное. У вас есть точка опоры, та, которая находится за пределами мыслей, чувств, ощущений, пониманий. Это абсолютное, которое всегда вечно. Если был я и происходящее вовне, то сейчас есть только происходящее. А то, что я раньше называл я, часть этого происходящего. Вот все, что ты видишь, это все есть ты. Но вот этот вот объем. Но когда ты не проснулся, и когда ты вот это не ощущаешь, то просто то, что я говорю, это непонятно, это словами как бы необъяснимо. Но когда ты просыпаешься и чувствуешь, что ты есть как раз вот это вот все, что происходит,
то есть ты не отделен. То есть, опять же, вот это вот наше единое сознание, то, что все мы одна душа, это все до пробуждения были просто слова. А вот когда произошло пробуждение, то это не слова, это реальность, в которой ты сейчас живешь. Я пока не владею словами, которые будут это описывать более точно, и нету желания большого как-то это описывать. Потому что есть понимание, что чем больше слов, тем больше оно уводит от простоты того, что ты есть просто. Ты просто есть. И чем больше слов, тем больше они уводят от простоты того, что ты есть жизнь. Даже словами, когда говоришь это, оно все равно усложняешь, оно все на самом деле проще. Но какой-то период времени я учился об этом говорить. Да, учился говорить о том, что я переживаю. Даже те самые моменты, когда там пытались у меня взять интервью, пытались задать какие-то вопросы, единственное, что я мог сказать, это оно просто так. Вот оно так происходит. Нет никакого объяснения для этого. Я не мог придать этому никак объяснение. Ну просто так. Мой ум даже не способен был на это. И в принципе сейчас даже, когда на занятия прихожу, я понимаю, что об этом невозможно говорить. А вот о практике, как к этому подвести, можно говорить. Если вы поговорите с профессионалом по плаванию, он будет о воде столько говорить, что человек, слушающий его, он, читающий книги о плавании, он не поймет даже, о чем говорит. Тяжелая вода, легкая вода. Вот как это понять? Чувствовать воду. Потому что он много лет, каждый день, допустим, по 4 часа плавает. И не просто, а по системе. То есть он что-то из себя представляет. То же самое мазеофигуристов или хоккеистов, они будут про лед говорить. Такой лед. Мы даже не поймем, о чем он говорит. Нам лед есть лед. Вода есть вода. Понимаете, вот такие вещи. То же самое, ребята, с настоящим моментом. Когда вы не говорите про настоящий момент, а именно практикуете его, то вы обретаете такие чувствования, термины этой жизни такие, о которых и говорится в религии, в буддизме, в индуизме. Какими бы словами мы ни жонглировали сейчас, это можно только почувствовать. Пробуждение понять невозможно. Вы знаете, я тотально и полностью за практику. Потому что все концепции и теории не пережитые, они не стоят ничего на самом деле. Это просто слова. Да, на каком-то этапе нам нужна информация, чтобы прийти. Но я пример тому, как можно без десятилетий медитации и страданий проделать этот путь достаточно коротко. Геннадий сам практик, во-первых, да, и поэтому у него упор делается на методику. Ну, действительно, ты же сам понимаешь, да, когда у тебя происходят какие-то опыты, там, озарения, то о чем нам говорить? Там даже не выразить это никаким словом. А если взять учителя, который уже там, да, прошел весь путь, то говорить об этом зачем? Важно то, как это передать практически и как его подвести ученика к этому. Об этом и стоит говорить. А так говорить об истине, говорить о просветлении, это просто болтовня. И мы таким стараемся не заниматься. Если уже есть какие-то вопросы, там, да, об этом можно как-то поговорить, там, какие-то указатели дать. Но в целом идет упор на чисто практику, на опыт в практике. И вот такой опыт все больше и больше накапливая организм, он переходит как бы в новое качество восприятия. Вот эта дверь. Мы его называем настоящим моментом. И тогда человек уже напирается совершенно на другие представления об окружающем мире. Ты сам меняешь свою жизнь, но это не как внешнее проявление, а больше твое внутреннее. То есть ты начинаешь себя заново выстраивать. Ты понимаешь, что все заборы падают, и ты остаешься наедине с собой, вот какой ты есть. В команде происходит процесс единения, объединения. Сцепляется ваш эгоизм, и вот на этом как бы пересечении, да, ты начинаешь еще более интенсивно над собой работать, потому что ты видишь то, что в тебе было скрыто.